Сейчас моя комната выглядит вот так. И звук не так себе. Огромное эхо из-за того, что нет кровати. И это никуда не годится. Я выношу все свои вещи, чтобы поставить туда кровать. Ну что ж, из этой комнаты я уже все вынес. Осталось только собрать кровать. Сейчас приедут установщики и будут ее собирать. Но в другой комнате у меня вот такой вот бедлам. Просто склад из всяких вещей, стол с компьютером я вот сюда поставил пока что. В общем-то, хорошее место для него, очень такое компактное. Здесь даже кронштейн есть для телевизора, можно монитор сюда поставить, пользоваться им тут. Но мне эта комната не очень нравится, потому что тут старый такой очень ремонт, и в итоге все равно все будет здесь, и кровать, и стол. Я был удивлен, что ко мне приехало так мало коробок для сборки моей кровати. Я ожидал, что коробок будет намного больше, потому что сама кровать очень большая и вместительная. В нее можно положить кучу вещей, а именно в ее отсек, который находится внутри самой кровати, и он размером с целый шкаф. Ну что ж, так-то гораздо лучше, но мне кажется, все равно чего-то не хватает. Вот так-то гораздо лучше с этой геймерской подсветочкой. Все это выглядит гораздо лучше, и ночью, я уверен, будет выглядеть все это еще лучше. Да, и действительно, ночью это выглядит просто превосходно. У кровати есть парящий эффект, который выглядит очень круто, и как раз этот эффект позволил мне прикрепить неоновую ленту снизу кровати, и теперь она вот светит очень классно. Если кто не понял, что значит парящий эффект, это когда передние доски кровати немножко выпирают за основной каркас кровати, и создается некоторый такой парящий эффект, как будто у кровати нету пола, как будто кровать ни на чем не стоит. Также я поставил роутер и провел от него проводной интернет. Но из-за этого у меня вот такой огромный моток проводов валяется на полу, и пока что я не знаю, куда их убрать. Но зато теперь у меня скорость интернета 400 мегабит в секунду. А это на секундочку 50 мегабайтов в секунду. И проведя несложные математические вычисления, а именно 1000 мегабайтов, которые находятся в одном гигабайте, поделить на 50, получится 20. Это значит, что за 20 секунд скачается 1 гигабайт. А это значит, что за 1 минуту у меня скачивается ровно 3 гигабайта. По сравнению с моим прошлым интернетом, это просто невероятно быстро. Я только сейчас понял, что я какую-то фигню посчитал. На самом деле нужно было просто умножить 50 мегабайтов на 60 секунд и узнать, сколько в минуте у меня мегабайтов, а именно 3000. А потом 3000 поделить на 1000 и узнать количество гигабайтов в минуту. И допустим, если взять игру весом 100 гигабайтов и поделить ее на скорость моего интернета в минуту, а именно на 3, то получится 33 минуты. Это именно то время, за которое скачается игра весом 100 гигабайтов. Всего лишь за полчаса.